Весна идет, весне навстречу вилки свежей молоденькой капусты. Знаете, как снять листья с этой капусты так, чтобы они остались абсолютно целенькие и не стоять возле кастрюли очень долго? Заворачивайте вилок капусты в целлофановый пакет и в микроволновку. Минут на 5-10, пусть потом еще немного постоит в пакете, и листья станут очень мягкими и послушными. Сегодня я вновь хочу обратиться к татарской кухне, которая мне, честно говоря, уже полюбилась. И будем сегодня готовить блюдо по книге Юнуса Ахмедзянова, великого татарского кулинара, нашего предшественника. Блюдо, которое называется тулма. Наверняка у всех тех, кто знает тюркские языки, немножко вздрогнуло сердце. Тулма? Что это такое? Может быть, правильнее сказать долма? Нет. По-татарски говорится именно толма, хотя означает это ровно то же самое, что в азербайджанском, что в турецком языке, что во многих других тюркских языках. Тула означает полный, а тулма – это слово, образованное от полной, что-то наполненное. Что мы будем наполнять? Да, разумеется, вот эти капустные листики. И получится у нас то, что по-русски называется голубцы, а у всех тюркских народов то ли тулма, то ли долма. Есть люди, которые говорят сарма. Нам все подходит. Я начинаю готовить не с мяса, не с капустных листиков. Это все очень быстро, это все успеете. Я начинаю готовить с соуса. В книжке написано, что возьмите протертые томаты, либо помидоры порезанные, возьмите лук, возьмите морковку, все это вот так вот в сковородочку, под крышку. И я хочу обратить ваше внимание, что это была не томатная паста, это были именно протертые помидоры. То есть нечто чуть менее кислое. Пусть томится, пусть готовится. Давайте займемся фаршем. Я думаю, что практически все знают самый распространенный фарш, который идет что в долму, что в голубцы, что в любые другие подобные блюда. Это мясо, лук и рис. Но если идет речь о татарской кухне, то лучше взять не рис, а пшено. Именно пшено является более традиционной крупой для татарской кухни. Если бы это был рис, его бы следовало отварить. Минуты 2, 3, 4, в зависимости от сорта риса. А пшено лучше всего запарить. Я заливаю его кипятком буквально на 5-10 минут. То теперь можно браться за мясо. В книге Юнуса Ахмедзянова сказано: можете взять говядину, и вот у меня есть полкило говяжьего фарша, а можете взять баранину, и вот у меня полкило отличной баранины. Вы знаете, я всегда за мир, дружбу и чтобы не было никаких споров. Будем готовить из смешанного фарша. 1 к 1. Говядина и баранина. Получится вкусно. Начинаем нарезать. Обратите внимание, у меня и говяжий фарш достаточно жирненький, и баранина хорошая, правильная. Очень жирная, следовательно, и голубцы получатся сочными и очень вкусными. Ну а если кто-то не хочет, ни в коем случае не хочет ничего жирного, я не знаю, как у вас получится готовить татарские блюда. Татарская кухня буквально течет медом, молоком, маслом и хорошим мясом. Включаем мясорубку. Если бы я готовил манты, либо татарские пироги, то, разумеется, лук бы нарезали мелкими кубиками. В Татарстане приветствуется ручная работа. Но поскольку мы готовим тулму, здесь для фарша лук можно пропустить через мясорубку точно так же, как и мясо. Тем более, что мы используем крупную решетку мясорубки, так что все получится хорошо, и лук выпустит свой сок ровно тогда, когда это будет необходимо. Уже внутри голубцов, в смысле тулмы. Но в этой замечательной книжке Ахмедзянова предлагается, если кто хочет, может припустить лук в сковородке. Можно было бы начать приготовление вот этого соуса с обжарки именно лука. Потом часть лука отделить на фарш, а часть лука приготовить вместе с соусом. Обратите внимание, что дело с соусом у нас спорится. И морковка запахла, и лук стал прозрачным. В этом месте в книге Ахмедзянова сказано: добавьте в соус стакан воды. Но я совершенно точно знаю, что дядя Юнус Тага, он бы меня похвалил, если бы увидел, что я вместо воды беру стакан готового говяжьего бульона. Ведь получится только вкуснее. Вы согласны со мной?
Самое время посолить будущий соус и, конечно же, поперчить. Я думаю, что чайной ложки соли будет вполне достаточно. И половина чайной ложки перца, черного перца. Эх, это будет вкусно и ароматно. Перемешайте, пожалуйста. Ну вот и все. Мясо с луком перемолото, и пшено как раз разбухло. Теперь можно слить горячую воду, а само пшено, разумеется, промыть, чтобы в пшене не осталось ни пылинки, ни соринки, чтобы все получилось очень чисто и вкусно. В фарше у нас 1 килограмм мякоти. И норма соли для такого количества фарша — это столовая ложка без верха, никак не меньше. А еще, разумеется, черный перец. Пожалуй, что единственная приправа, которая употребляется в Татарстане довольно часто. Практически во всех мясных блюдах. Добавляем пшено и перемешиваем. А симпатично получается. Жаль, что пока не понять, каково это будет на вкус. Невозможно попробовать, но ведь соус-то попробовать можно уже сейчас. Давайте берем чистую ложечку. Набираем немного соуса, переливаем в другую ложечку, из которой уже пробовать. Вкусно, но кисловато. А по рецепту сказано, добавьте еще 120-150 граммов сметаны. Да и листики капусты тоже будут кисловаты. Я знаю, как найти выход из положения. В Азербайджане тоже готовят калям долмасы, то есть долму из капустных листьев. И там уже готовую долму берут и присыпают сахаром. Я сначала посмотрел, подумал, что я такого кушать не буду. Но это оказалось удивительно вкусным. А нам ведь и присыпать сахара не надо. Мы можем взять просто парочку столовых ложек, вот так вот, насыпать сюда в соус и никому про это не рассказывать. Потому что лук и морковка тоже сладкие. И сметана бывает кисленькая, бывает сладкая. Понимаете? И откорректировать вкус готового блюда и есть главная задача кулинара. Перекладываем сметану. Соус со сметаной получится восхитительно густым, очень сытным и очень вкусным. Пусть еще немного постоит. И вот, ура! Наконец-то можно заниматься голубцами. А самые верхние листики, ну вот такие прямо совсем уж зеленые, совсем темные, можно оставить на подкладку. А почему бы и нет? Надо ведь что-то подкладывать под голубцы, чтобы они не пригорели в сотейнике. Листики получились нежными и разбираются ровно так, как надо. Дальше все как обычно, но если где-то есть жесткие черешки, ничего страшного, просто обрежьте их, либо можно немного постучать по ним ручкой ножа, и все получается так, как надо. Поскольку фарша, да вот по 2 столовые ложки фарша на каждый голубец. Больше не надо. Вкусно получается, когда в блюде разумное сочетание капусты и мясного фарша. Вот и все. Скажете, никаких секретов? Нет, погодите. Секреты есть. Вот в этом сотейнике, в этой неглубокой кастрюле я собираюсь готовить голубцы. И я не случайно подобрал 2 тарелочки под размер этих голубцов. Можно, конечно, выложить дно сотейника чем-либо, но попробуйте мой способ. Уложите на дно сотейника тарелку, а голубцы складывайте именно в тарелку. Так они никогда не пригорят и приготовятся так, что это я вперед забегаю. Есть еще одно замечание. Фарш у нас посолен безукоризненно. Соус тоже имеет отличный кисло-сладкий баланс. Там соли, перца, всего в меру. Но капустные листики тоже нуждаются в соли. Чуть-чуть, по щепоточке на каждый листик. И толма получится намного вкуснее, приятнее, аппетитнее. В книге Юнуса Ахмедянова сказано, что голубцы можно обмакнуть в размешанные яйца, слегка обжарить, а уже потом уложить в кастрюльку. Да, на самом деле, если еще и обвалять их в муке, то получившийся клей будет очень крепко удерживать голубцы и не позволит им разворачиваться. Некоторые поступают по-другому. Они оборачивают голубцы ниточками, и голубцы остаются целыми до самого конца приготовления. А я хочу предложить вам третий способ.
У нас уже есть одна тарелка на донышке. И вот вторая тарелка, точно такая же по размеру, но глубокая. Мы накроем этой тарелкой голубцы, и они не будут разворачиваться. Осталось только залить все блюдо соусом. Аккуратно накрываем тарелочкой. Можно сверху поставить груз, а впрочем, достаточно будет и крышки, чтобы голубцы не поднялись. И все, ставим на огонь. Минут на 45. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Прошло ровно 45 минут, и я уверен, что долма, а точнее татарская тума, вполне готова. Ну что, попробуем? Обязательно попробуем. Сейчас только все голубцы, а точнее татарскую толму, необходимо полить соусом. Красота, чтобы стало еще краше, надо посыпать зеленью по бортику тарелки. Для аромата, для красивого цвета, для приятного запаха и, разумеется, для приятного вам аппетита!